Привет, это арт-студия Единорога. Сегодня я тебе предлагаю порисовать разноцветиком из сказочного патруля. Ну что, начнем. Нарисуем эскиз нашего разноцветика. Вот в этой области я рисую круг. Здесь я нарисую круг поменьше. Он вот прикреплен к боковой стороне большого круга. Здесь у нас будут цветочки, лепесточки у цветка. Они у нас спрятаны друг за другом, поэтому я рисую их не полностью, а вот таким образом. Поправлю немножко круг. Здесь у нас тельце разноцветика и горшочек. Горшочек небольшой, вот такой формы. На горшке у нас полосочки. Так как горшок круглый, мы рисуем полосочки не прямо, а дугой. Здесь у нас тень. Нарисуем глазки. Глазки у нас два овала. Овальчики верхними своими сторонами наклонены друг к другу. В этой области я нарисую зрачки. Они у нас смотрят оба вправо. Здесь у нас носик. И вот такая большая улыбка. Такой скобочкой. Чуть-чуть поправлю мордочку. Прорисую листочки, лепесточки у разноцветика. Вот в этой области, так как у нас разноцветик кактус, иголочки. Я рисую их хаотично. Добавлю еще вот здесь, здесь, ну и здесь пару штук. Вот такой эскиз у меня получился. Начнем раскрашивать. Я буду раскрашивать маркерами, ты рисуй тем, что у тебя есть. Можно цветными карандашами, можно фломастерами. Берем светло-зеленый цвет, он ближе к салатовому, и закрашиваем мордочку нашего разноцветика. Обходим глазки. Глазки должны остаться белыми. И очень аккуратно, равномерно будем закрашивать мордочку. Стараемся не оставлять ни прокрасов и не залазить на другие цвета также. Если ты рисуешь маркером, для более равномерного цвета можно рисовать толстым соплом, как делаю это я. Добавлю немножко цвета в область носа. Теперь возьму зеленый потемнее, понасыщеннее. Вначале начну рисовать тонким соплом, а затем продолжу толстым. Закрашиваю полностью нашего разноцветика. Теперь вокруг мордочки темным цветом. Посмотри, я делаю штрихи по направлению окружности. Что нам это дает? Это нам дает дополнительный объем. Визуально наш разноцветик будет казаться более круглым. Если мы будем заштриховывать в любом направлении, как попало, то в конечном итоге у нас не будет круг казаться кругом. Поэтому я штрихую по направлению окружности. В этой области я проложу несколько дополнительных линий этим цветом. Посмотри, как я не дохожу до края, но свожу вот так на нет. Опять же, наслоение цвета нам даст дополнительный объем.
Я возьму синий маркер и усилю тень вот в этой области. Этим же зеленым маркером дорисуем туловище. Хочу еще сделать понасыщеннее вот здесь, в этой области, чтобы у меня более круглый казался разноцветик. Сделаю тень также вот в этой области. Свет идет у нас сверху справа. Темно-синим цветом нарисую горшок. Верхнюю часть горшка. Теперь возьму такой светло-салатовый цвет и нарисую полосочки. Чтобы у меня получилось побыстрее, я вначале нарисую салатовые полосочки, а затем темно-синим введу вот так горшочек весь и нарисую темно-синие полоски. Усилю тень внутри горшка, добавлю вторым слоем. Возьму желтый цвет и нарисую первый лепесток. Дальше возьму голубой. Беру яркие чистые цвета на лепесточке. Возьмем оранжевый. Этот лепесточек у нас будет зеленый, как сам разноцветик. Возьму розовый цвет, темно-розовый, светло-розовый и фиолетовый. Вот такой цветочек у меня получается. Возьму гелевую ручку и проработаю глаза моего разноцветика. Обведу вокруг глаза, закрашу зрачок черным цветом, оставлю белое пятнышко, это у нас блик. Обведу носик также гелевой ручкой. Здесь у меня получается, что щечки вот таким образом. Если у тебя нет гелевой ручки, можно это сделать либо черным карандашом, либо черным фломастером. И точно так же рисую второй зрачок. Оставляю место для блика и закрашиваю полностью черным. Нарисуем ротик, нашу большую широкую улыбочку. Вот так улыбается разноцветик. Хочу еще обвести мордочку разноцветика. Голову.
и лепесточки. Ближе к центру я делаю цвет более насыщенным, делаю линию более темной и широкой. Обведу колючки. Сделаю штриховку вот так, чтобы у нас был такой более декоративный рисунок. Также сделаю в этой области, у нас здесь тень. Возьму коричневый маркер и тоненькой линией закрашу колючки. Нам осталось нарисовать тень. Сотру линии, которые нам уже не нужны, карандашные. Возьмем темно-серый цвет и закрасим тень от разноцветика. Она вот такой формы. Вверху у нас овал, а внизу прямоугольничек. Овал — это у нас круг, сам круг, но когда ложится тень, он получается вот таким овалом. Поправляю тень и чуть-чуть завожу ее под горшок. Возьму еще зеленый маркер и добавлю тени на нос, под глазами вот в этой области и чуть-чуть вот так кверху. Вот такой разноцветик у меня получился. Надеюсь, у тебя тоже все получится. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. Приходи ко мне учиться.